Всем привет! Меня зовут Митя, я историк, изучаю культуру, историю народов разных стран. И вот сегодня у меня очень необычное видео, сегодня я буду рассказывать про свой книжный улов, поскольку я безумно люблю читать, безумно люблю книги и уверен, что и вам, тем, кто интересуется культурой, историей, да и просто любит почитать, безусловно, будет интересно. С 7 по 9 августа в Йошкар-Оле проходит два главных события. Это Марийский книжный фестиваль и уже такой традицией, наверное, стало это гаражка издательства «Миф». Гаражка «Мифа» к нам приезжает не первый год, и, если честно, после каждой такой вылазки, да, на их гаражку, мои книжные полки становятся все менее и менее свободны. Привет, ребята! Я вот сижу на работе. У нас сегодня проходит гаражка «Мифа», книжная ярмарка. Они будут у нас 3 дня, работает она до 8 часов. В общем, я тоже сделал себе улов. Вот он. И у меня каждый раз, когда смотрю на все это, возникает вопрос: как? Вот как так получается? Это секретные практики, я их не могу озвучить, но я ими владею. Хотя, если честно, кого я обманываю, я прекрасно знаю, как так получается, потому что я ухожу с огромными пакетами книг, и они все становятся на мои книжные полки. В общем, сегодня покажу свой книжный улов, и, если честно, он довольно-таки получился в моем стиле. Немного истории Марийского края, архитектуры, Японии, Кореи, мифологии. В общем, все, как я люблю. Итак, хочется начать с тех книг, которые я нашел непосредственно на Марийском книжном фестивале. Первая книжка в этом, скажем так, большом книжном улове — это монография Сергея Свечникова по этнокультурным контактам Марии с народами Среднего Поволжья 15-17 веков. И, если честно, эта книга буквально вот прям по моей, да, области работы, потому что я работаю научным сотрудником в музее, я довольно-таки часто вожу экскурсии, да, по нашей истории, делюсь, рассказываю с людьми, с туристами, с нашими жителями, и поэтому пополнение багажа моего знаний точно мне пригодится в этом случае, потому что каждый раз открывается что-то новое, и история, как и любая другая наука, она, безусловно, не стоит на месте. Поэтому здесь я очень надеюсь, что во мне пополнится мой багаж исторический знаний, потому что это совершенно свежая книга, она вышла абсолютно недавно. Вот такого вот она размера, поэтому мне будет безумно интересно, что же в ней будет заключено. Конечно же, есть описание этой книги, оно небольшое, но оно, в принципе, рассказывает про то, что находится в этой книжке. И, безусловно, хочется поделиться этим с вами. Здесь, в этой книге, рассматривается буквально, да, как Мари соседствовали со своими соседями, с татарами, удмуртами, чувашами, мордвой и другими народами Среднего Поволжья. И здесь самое интересное, что именно период, вот, да, исторический, как раз-таки 15-17 век, он достаточно-таки интересный. Почему? Потому что это не то, чтобы был одной из самых сложнейших периодов времени, но достаточно интересных, поскольку в этот период Мари, или же черемисы, как их называли, да, раньше, сталкиваются достаточно с интересными вызовами времени, и поэтому здесь будет очень интересно про это почитать. Вот лично для меня, наверное, особенно то, что, как мне кажется, здесь речь пойдет не только о том, кто с кем соседствовал, именно о взаимном влиянии. То есть, как вот эти контакты, какое влияние происходило, какие были взаимоотношения людей. И вот, как мне кажется, безусловно интересно посмотреть на это и понять, вот как это возможно сопоставить все по историческим источникам. Поэтому здесь этнокультурные контакты Марии 15-18 века и народов Среднего Поволжья будет безумно такой, возможно, новой для меня историей, которая откроет для меня множество интересных событий и вариантов. Следующая книга — это книга Александра Акилбаева об этнокультурных и торговых контактах Марии 9
X-XI века. Название звучит довольно-таки академически, я с этим безусловно согласен, но не стоит этого пугаться, поскольку, как мне кажется, тема достаточно интересная, такая классная и, может быть, насыщенная. Автор сам изучает именно взаимодействие народа региона через необычную вещь, через археологические находки, то есть через украшения. И вот на самом деле вопрос классный и интересный. То есть буквально по какой-нибудь подвеске, по детали одежды, другому предмету можно как раз-таки попытаться восстановить эту связь. Откуда пришли эти люди, с кем взаимодействовали и насколько далеко простирались их связи на тысячи лет назад. С кем дружили, с кем не дружили, что такого интересного происходило, а что, может быть, поменялось в этих украшениях. И как оно, возможно, повлияло на нашу современность. И казалось бы, да, такая маленькая вещь становится частью большой истории. Дальше мы немного отойдем от Марийского края, но все еще остаемся в Среднем Поволжье. И дальше это книга Дины Валиевой об искусстве средневековом булгаро-татар. Здесь рассматривается искусство Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства. Проще говоря, огромный такой пласт культуры примерно с X по XVI век. И, наверное, для меня это наиболее ценно, потому что нельзя рассматривать историю народа региона изолированно. Марии, булгары, татары, русские, чуваши. Они сосуществовали вместе достаточно большой промежуток времени, обменивались вещами, конфликтовали, строили свои взаимоотношения, находили точки соприкосновения. Поэтому очень часто можно найти классную крупицу информации у твоего соседа и понять, например, как жили твои соседи и что, возможно, от твоих соседей повлияло на твой народ, на твою культуру, возможно, на твои обычаи и перенеслось в современность. Поэтому здесь изучать историю своих соседей — это тоже достаточно важно и порой бывает очень даже полезно. Ну а теперь, уходя от искусства средневекового булгаро-татар, хочется сказать еще одну вещь, что я ухватил еще одну книжку на Марийском книжном фестивале, и это книжка Равиля Айдарова по архитектуре Казани как раз-таки начала 19-20 века. И вот здесь в первую очередь хочу сказать, что эта книжка меня зацепила 100% визуально изначально, потому что здесь как раз-таки вся эта история, да, деревянных домов в Казани показана в акварели и графике. Дома, улицы, детали деревянной архитектуры, которые когда-то были привычной частью жизни города, становятся классным, новым историческим наследием и историческим источником в первую очередь. Очень интересно будет посмотреть на архитектуру Казани, особенно деревянную архитектуру Казани. Скажем так, стать еще чуть ближе к Казани, помимо того, что между нами 2 часа езды, но и копнуть в саму историю ее, почувствовать душу города. Будет очень здорово. Теперь переходим к гаражке мифа. И, если честно, здесь я, конечно, потерял контроль абсолютно. Потому что с гаражки мифа я никогда не могу уйти с одной, с 2 книгами. Каждый раз, когда я прихожу именно на гаражку, мои книжные полки забиваются на книг 5-6 100%. И первая книга, которая была приобретена мной на гаражке мифа, это японская анимация Анны Голда. Анна Голда — искусствовед и историк анимации. И книга посвящена не просто студии Гибли или же Хаяо Миядзаки, да? Это вот попытка разобраться, почему японская анимация именно такая, в чем ее особенность и откуда берутся ее образы. Здесь Миядзаки, Исао Такахата, Навсекая из Долины Ветров, Унесенные призраками, Мой сосед Тоторо. Но вот здесь самое интересное для меня лично связь этих произведений с японской мифологией, искусством, философией и вообще в целом культурным контекстом Японии. То есть можно не просто пересмотреть любимое аниме, да, и снова включиться в эту атмосферу, а понять, почему там все именно такое вот. Как вот эта вот анимация, к чему она пришла, почему каждые вот эти вот особенности, они именно такие. И вот здесь, именно в этой книжке, в японской анимации Анны Голда, я очень надеюсь, что будут раскрыты все эти тайны, которые откроют, наверное, для меня вот мир японской анимации абсолютно по-новому. Поэтому японская анимация Анна Голда, первая книжка из моего книжного улова на гаражке мифа.
И вот если Анна Голда и японская анимация была такого исследовательского настроения, то следующая книга абсолютно другого настроения. Это книжка «Мой остров тишины» Пак Хэ-су. Корейский писатель. И здесь заявлено прямо на обложке книги, что эта книжка антистресс. Когда я почитал описание этой книги, когда ее взял в руки, мне показалось абсолютно, наверное, стандартной книжкой, потому что именно так начинается большинство таких дорам, что героиня устает именно от бешеного ритма Сеула, решает все бросить и начать свою жизнь заново. Именно вот в этой книжке здесь вот все именно так и начинается. Больше сюда не приходите. Я закрываюсь. Увольняюсь. Да ладно вам. Думаю, вы просто устали. Да я замуж выхожу просто. Чего? По сюжету главная героиня Джи Хён бросает свою работу в Сеуле, бросает все и переезжает на небольшой остров у Восточного моря. Испытываю сейчас новые ощущения. И там начинается очень тихая история про дом, море, прогулки, приготовление пищи, одиночество и попытку заново услышать себя. Лично мне кажется, это как раз-таки та книга, которую хочется читать не спеша, вечером, заварив себе чай, когда ты устал вот от людей, от уведомлений, от вот этого вот бешеного ритма жизни, и хочется как-то вот успокоиться и заземлиться немного. Вот мне кажется, это именно та самая история. Если честно, то у меня есть ожидания на эту книжку, по крайней мере, ожидания, которые очень хочется, чтобы они воплотились. И вот, как мне кажется, иногда такие книги нужны не ради сложного сюжета, вот именно ради абсолютно простого сюжета, на то, чтобы перезагрузить себя, свою голову, отдохнуть как-то. И, возможно, что-то еще понять для себя в процессе. Поэтому здесь я очень надеюсь, и у меня достаточно большие ожидания на эту книжку. Посмотрим, что будет дальше. Пак Хэ-су «Мой остров тишины». Следующее. Это главное в мировой истории Георгия Филатова. Вот здесь эту книжку я уже взял не просто как книжку с определенной информацией, а скорее вот больше как такой удобный, краткий исторический справочник, который может напомнить, да, можно подсмотреть какие-то события, даты. И вот если честно, то вот главная серия именно вот от мифа главная у меня достаточно любима, потому что у меня есть книжка, например, главная в истории искусства Кореи, и там отображены как раз-таки все эпохи, даты, сами художники, то есть все искусство, начиная от древнего времени, заканчивая современностью. И вот, как мне кажется, я полностью пока что вот не листал ее тогда, но я уверен, что здесь точно так же выстроено по эпохам, по событиям и по интересным глобальным решениям, которые повлияли на весь мир. Поэтому здесь вот для меня это именно такая вот история. Для историка это, конечно, не замена серьезной научной литературе, но как способ быстро освежить свою память, быстро подсмотреть какую-то информацию, восполнить, возможно, какой-то пробел, я считаю, что это абсолютно хорошее решение, абсолютно грамотное, поэтому можно это использовать спокойно. Главное в мировой истории Георгий Филатов. И остались последние две книжки, и они идеально между собой сочетаются, поскольку это одна и та же серия. Итак, первая из этой серии – это «Мифы Сахалина» Елены Иконниковой. Здесь собраны мифологические представления народов Сахалина, нивхов, айнов и других коренных народов. Почему происходит землетрясение? Кто является хозяином моря? Как именно представляли духов, какие именно истории рассказывали о животных, море и тайге. Вот здесь, мне кажется, именно на эти вопросы главные, да, которые идут сквозной красной линией в этой книжке, можно будет найти ответы на них всех. Вот мне очень нравится, что именно как раз-таки вот через мифологию можно увидеть абсолютно другой мир, где мифы это не просто сказки, а совершенно другой способ взаимодействия с окружающей средой, где природа это не просто фон человеческой жизни, а вот главная ее неотъемлемая часть. И вот если в мифах Сахалина у нас природа неотъемлемая часть человеческой жизни, то в следующей книжке
Персонажи фольклора – часть неотъемлемой жизни. И эта книга «Мифы о юкаях» Майкла Фостера. Юкаи – это огромный мир японского фольклора. Кицуне, тануки, капы, тенгу и множество других существ, которые порой могут быть опасными, смешными, серьезными и влиять на человека и на его жизнь. И вот здесь Майкл Фостер рассказывает как раз-таки о них, об этих персонажах японского фольклора. Сам Майкл Фостер – это исследователь японской мифологии, а в частности его специализация – это как раз-таки юкаи. И вот мне здесь особенно интересно, наверное, понаблюдать и проследить, как образы юкаев менялись на протяжении веков в глазах Майкла Фостера, профессора Калифорнийского университета. Потому что, вот как мне кажется, да, если так подумать, йокаи – это неотъемлемая часть японской культуры, которая никогда не исчезала, которая со временем просто перебралась в мангу, в аниме и в современную массовую культуру и стала ее неотъемлемой частью. Поэтому здесь мифы о йокаях Майкла Фостера помогут разобраться во всем этом сложном, наверное, мире японской мифологии. Она действительно безумно интересная и такая же сложная. И сами йокаи достаточно насыщенные персонажи. Поэтому здесь, именно вместе с Майклом Фостером, буду разбираться как раз-таки в этом мире. Может быть, открою для себя много новой интересной информации о японской мифологии. Вот таким вот получился мой книжный улов. И если посмотреть целиком, да, мне кажется, что у меня получился улов такой, что здесь есть обо всем сразу. Марии, Среднее Поволжье, Япония, Корея, йокаи, мифология, Сахалин. В общем, целая огромная сборная солянка. Вот знаете, наверное, именно за это я и люблю книжные фестивали, разные гаражки, поскольку вот кажется, что ты приходишь посмотреть, что привезли, а на самом деле потом уходишь с огромной стопкой новых книг, огромной стопкой новых миров. Теперь осталось только самое сложное – решить, какую из этих книг открыть первой. Хотя, возможно, да, зная себя, я открою не одну, а сразу несколько. Ну а вы напишите, какая из книжек заинтересовала вас больше всего. И хочется сказать вам такое небольшое наставление в конце. Никогда не проходите мимо книжных фестивалей. Иногда именно на таких вещах находятся те книги, которые, как казалось бы, тебе могут не приглянуться, а окажутся той самой книжкой, с которой ты останешься очень надолго. Желаю всем читать много, читать вкусно, читать интересные книги. И всем пока-пока.